Как, кажется, говорил Ницше, все мы приходим в этот мир одинокими, и одинокими уходим из него. Но разве это плохо? Человек, якобы одинокий человек, на самом деле он просто самодостаточный. И я себя таковой именно и считаю. Я наслаждаюсь одиночеством. Я могу сама решить в определенные моменты, когда я хочу пойти гулять или внезапно решить, что я хочу провести все выходные дома за просмотром любимого фильма, совершенно не беспокоясь о мнении окружающих. Чтобы мне такого совершить, чтобы Бога рассмешить, чтобы стало легче жить. Чтобы стал он чуточку добрей, а я чуточку бодрей, и все делалось быстрее. Кто-то может сказать, что я одинок, но на самом деле это не так. У меня множество различных интересов, хобби. Я сегодня могу быть шеф-поваром, завтра я буду художницей. И все это действительно зависит только от меня. Может быть, кто-то скажет, что я живу в мире выдуманном, но это мой мир. Это мир идеальных людей, в котором все красивы, как голливудские звезды, и умны, как знаменитые детективы. И в отличие от реальных людей, они никогда не обманут и не предадут тебя. Хотя бы кого-то обнять бы, чтобы вообще-то была эта свадьба. Хотя иногда действительно хочется, чтобы был какой-то рядом человек, близкий, надежный. Сложно всегда брать инициативу на себя, все нести только на себе. Хочется уже найти какую-нибудь родственную душу, и чтобы мечты начали сбываться. Вы знаете, как это приятно просыпаться от объятий поцелуя любимого человека? Или когда ты уходишь на работу, и тебя провожают словами «Удачного дня, моя любимая». Это так здорово засыпать на плече у любимого человека, когда ты едешь в метро, когда можно не думать о каких-то опасностях и проблемах. Мы вместе уже много лет, но каждый месяц мы отмечаем день нашего знакомства. Мы устраиваем друг другу небольшие сюрпризы, дарим какие-то подарочки, ходим в кафе, вспоминаем то, что нам так дорого, и строим планы на будущее. Конечно, мы можем поспорить. Допустим, что мы будем сегодня делать? Кататься на велосипеде или на роликовых коньках, которые я так люблю. Все детство мечтала, чтобы у меня были роликовые коньки, и так хотела выделывать разные пируэты на них. Мы можем поспорить, какой будем смотреть сегодня фильм или какую музыку будем слушать во время приготовления еды. Но это достаточно несущественно, потому что я знаю практически каждое слово, которое мне скажет мой молодой человек, и он знает почти каждую мою эмоцию и реакцию на его слова. Но эта предсказуемость достаточно интересна, и она дает мне ощущение стабильности.
всегда вдвоем. Нет, конечно, у нас есть общие друзья. И это преимущественно тоже пары, которые тоже много лет вместе. Все не так уныло. Нам действительно весело периодически. И мы устраиваем какие-то веселые мероприятия. Но вы знаете, недавно я перечитала Шекспира, и меня просто поразили слова Гамлета. Я мог бы заключиться в ореховую скорлупу и стать королем необъятного пространства. Ну что ж, мы вдвоем. В нашем распоряжении весь мир. Вся дорога перед нами открыта. Но, если честно, иногда мне кажется, будто мы и правда заключили себя в маленькую скорлупу. Отгородились от всего большого мира. Повезло тем, у кого есть друзья. Мне, например, повезло. Наша небольшая компания организовалась как-то вдруг, и с тех пор не проходит недели, чтобы мы не собирались на природе, ходили в кино или друг к другу в гости. Дни рождения и прочие праздники мы планируем заранее, отмечаем с большим размахом. Ведь это лишний повод встретиться. Не больно, мысли исчезли, я совсем не помню, с кем я был на небе, с кем я спал на звездах, наверное. Летом мы едем за границу все вместе. Привозим оттуда тысячи фотографий, гигабайты видео, чемоданы сувениров. Ну и, конечно же, приятные впечатления о совместно проведенном отдыхе. Когда ты с друзьями, можно совсем не думать о времени. Гуляй хоть до утра, и ты никогда не останешься одна, потому что всегда можно переночевать у кого-то из своих друзей. В ресторане, например, я всегда заказываю столик из расчета на себя плюс 4 человека. А еще мы обожаем ходить в кино, на концерты и в театр большой-большой компанией, занимая практически половину ряда. Это были просто сны, яркие цветные сны, светлые больные сны. Они все в равной степени мои друзья. Я рассказываю все свои новости. Ну, это, наверное, что-то даже похожее на коммунизм. Когда нет места в личной жизни, каким-то задушевным разговором с подругой, таким порой необходимым, чисто женским сплетням. Что бы ни говорили о женской дружбе, лично я верю, что она существует. Потому что у меня есть моя лучшая подруга. Мы знакомы уже 1000 лет, и все, наверное, знаем друг о друге. Но нам никогда не бывает скучно вместе. Подруга – это человек, который всегда поможет в трудной ситуации, поддержит советом, придаст уверенности в своих силах. А ведь я человек довольно нерешительный, и поэтому эта поддержка мне особенно нужна. Ну, и я, конечно, тоже всегда готова ее поддержать, помочь советом или даже просто выслушать. В городе, где даже ночью звезд не видно из-за света неоновых мертвых ламп, километрами железных трамвайных линий я пытался найти путь к другим берегам, а вагоны не
неслись кругами в танце, отбивая колесами стройный степ, пробегая мимо одних и тех же станций. Я замерз, я оглох, я ослеп. Вы знаете, нам даже и помолчать вместе не скучно. У нас нет такого понятия, как неловкое молчание. Мы можем просто посидеть рядом, и все будет понятно без слов. Иногда присутствие друга в нужную минуту говорит больше, чем 1000 слов. Мы раньше столько времени вместе проводили, зависали по клубам. Я не знаю, кино могли смотреть целую ночь. Веселились до утра с друзьями. Сейчас у всех работа и личная жизнь, и мы встречаемся реже, чем прежде, но все равно видимся довольно часто. Снова утром мокрые до нитки люди под зонтами и навесами ждут меня, доезжают до работы и тотчас же забудут. Выходные, например, она чаще проводит теперь со своим молодым человеком. И я нисколько не виню ее и не обижаюсь, потому что семейная жизнь — это уже другие интересы, другие разговоры, другие развлечения. И я не хочу ей мешать. Наверное, это как у Высоцкого в песне поется: таков закон, третий должен уйти. Просто грустно вот так в один прекрасный момент осознать, что ты совсем одна. Dans une ville où la nuit fait pas d'étoiles, ce sont des réverbères qui les mangent. J'ai essayé d'âme en train qui fait voile vers d'autres rives de faire un petit passage. Les wagons passaient à leur ordonnance, leur rue dansait, les claquettes bien rythmées. J'ai raté les mêmes stations, pas d'importance. J'ai froid, assourdi, aveuglé si on dansait. Si on